Я очень рад, что еще один наш выпуск на подходе, что канал продолжает развиваться, что вы заходите смотреть эти видео, что вы ставите лайки, что вы подписываетесь. Это чертовски приятно, и мы с Гошей вас сердечно благодарим. А это новый выпуск про еще одну съемку, которую мы провели уже этой зимой. Это моя псина. Познакомьтесь. И поехали в очень интересное место, очень крутой спот в Калужской области. Это так называемый джанк-ярд от Андрея, который увлекается старыми американскими машинами и всю свою жизнь собирает их, коллекционирует в таком довольно необычном виде. Он собирает их в совершенно разных состояниях, там какие-то заброшенные, какие-то гнилые, какие-то в очень хорошем состоянии. И постепенно сам своими силами их восстанавливает. И я предложил Гоше в какой-то из выходных дней взять машину, взять с собой Mamiya RZ67, мою любимую, среднеформатная зеркальная камера формата 6:7, заправить пару катушек пленки и поехать поснимать в заснеженном джанк-ярде в Калужской области. Безусловно, было пару нюансов, о которых я хочу сказать. Я почему-то взял не стандартную для себя 400-ю Портру, на которую легко предсказать, какой будет результат. Я решил поэкспериментировать и взял Provio 100-ю. Это слайдовая позитивная пленка. Но она была просрочена, по-моему, где-то в 2015 или 2016 году истек ее срок годности. Было интересно, что у нее получится. И был один ролик 400-й Портры, но не обычной, а той, которая попала под рентгеновские лучи. Когда ее доставлял курьер, он сдал сумку в метро в досмотр, и она была засвечена. Но в результате она не полностью засвечивается, а на ней проявляется такой необычный эффект. При этом он на каждой пленке из этой серии может проявиться совершенно по-разному. С 35-мм пленкой такого практически не происходит, потому что она в железном бочонке, а 120-я пленка, она просто намотана и находится в пластиковой этой упаковке. Какой эффект получился, вы как раз увидите в этом видео. Просроченная слайдовая пленка и 400-я Портра после рентгена. Что получилось в результате этой съемки, мы как раз и покажем вам в этом видео. Спасибо, что вы с нами. Вот такая жизнь в русской глубинке.
Вот такой результат получился у нас с такой необычной съемки. Зимний день. Еще один нюанс. То, что когда мы выезжали из Москвы, это должен был быть солнечный денек, и на позитивной пленке солнечные деньки всегда получаются очень такими насыщенными и контрастными. Но когда мы приехали, там это был полностью затянутое небо, серый уже день такой, и на результате, безусловно, это сказалось, но все равно получилось что-то интересное, хоть это очень далеко от того, как я себе изначально это представлял. Также интересный эффект получился от засвеченной рентгеном портре. Можно считать эту пленку испорченной, а можно признать, что это такой эффект, и найти в этом что-то интересное. Это уже каждый решает сам. Напишите в комментарии, что вы думаете по поводу такого эффекта, имеет ли это какое-то право на жизнь, или это, в общем-то, испорченные кадры. У меня, я не определился на 100%, какие-то кадры, безусловно, испорчены, но каким-то это что-то придает. Каким-то скучным кадрам это придает какой-то такой дополнительный эффект. Это интересно, так что оцените, напишите, что вы думаете по этому поводу. Также буду рад лайкам, подпискам, потому что это поможет продвигать канал дальше. Спасибо вам большое за то, что вы с нами, за то, что вы смотрите. Советуйте, что сделать дальше, критикуйте. Всем большое спасибо. До скорых встреч.